Всем привет, с вами Борода Бро, и сегодня новый выпуск вашей любимой рубрики «Как написать бит в стиле». Заранее немножко извиняюсь, я приболел, поэтому гнусавлю. И наш сегодняшний гость по вашим многочисленнейшим просто просьбам и намекам — это Алишер Моргенштерн. Я не знаю, почему так произошло, но на самом деле большое спасибо ему за то, что он продвигает Эблтон в массы. Я считаю, что без его видеороликов Изи Рэпа не было бы так много заинтересованных в Эблтоне и вообще подписчиков канала. Поэтому спасибо вам, что смотрели его, спасибо ему, что он создает хайп вокруг Эблтона. И на самом деле очень много людей считает его ошибочно учителем. Он снимает видео, как сделать рэп за 5 минут, но при всем при этом основная цель его — это не научить вас тому, как делать музыку, а это некая насмешка над тем, что новый рэп, новую попсовую музыку действительно можно сделать за 5-10 минут, но, конечно же, это делается набросок, да, потом идет доработка, о которой он умалчивает, точнее, он просто ее не показывает. Поэтому сегодня я вам покажу, как делать биты в стиле Моргенштерна. Тем более, что у него вышел его первый, наверное, его первый рэп-альбом. Будучи честным, положа руку на сердце, мне понравился только один оттуда трек, и его я взял как референс. Я напомню, что мы здесь не делаем треки прямо точь-в-точь, как он. Мы делаем треки здесь похожие по его стилистике и его звучанию. И если вы хотите спросить моего мнения, а вы очень часто спрашиваете о том, что как ты вообще относишься к Моргенштерну, я скажу, что положительно. Мне нравится его творческий подход, он талантливый, у него отличный видеопродакшн, у него все будет здорово, мне кажется, поэтому только вперед, чувак, только вперед. Если ты это видишь, go fit. Go fit, мы порвем всех. Перед началом, напомню, у нас есть чат в Телеграме, ссылка будет в описании, там уже назревают первые коллаборации, там общаются на тему музыки и не только, поэтому enjoy, как говорят. И прежде чем мы начнем, убедитесь, что вы подписаны на канал, там есть кнопочка «Подпишись», поставь лайк видео, вступи в группу, где ты можешь придать своим трекам нового звучания. Мы сделаем для тебя сведение и мастеринг мечты просто. Твои треки будут звучать как треки Дрейка, Suicide Boys'ов, Моргенштерна. В общем, кого ты сам захочешь. Поэтому ссылки на все группы и социальные сети в описании. И погнали! По старой доброй традиции сначала послушаем трек, который получился, но я, наверное, сначала выскажусь перед интро, который вы только что видели, и записью создания этого трека я посмотрел его новый видос, где в конце он потратил деньги, собранные на стриме, на благотворительность. Черт, это очень круто. Короче, все, кто могут, у кого есть такие возможности, отправлять детям какие-то нужные вещи и быть полезным для них, для тех, у кого нету больше никого, делайте так. Это реально очень крутые вещи. Я не знаю, рекламный это ход или нет, но он это сделал. Он очень крутой чувак. Я кину ему просто респект. Супер. Теперь давайте послушаем трек. Как я говорил, я буду воссоздавать его именно так, как делает он в своих видео. То есть у меня по минимуму инструмент треков, у меня все сэмплы прописаны отдельно. И я вам расскажу, покажу, как сделать треки, чтобы у вас было больше понимания при просмотре его видео. Если вы угадали, на какой трек это похоже, потому что мне, по сути, понравился он, наверное, один больше всего своего альбома, напишите в комментариях. Посмотрим, кто из вас угадает.
А теперь, как это уже опять-таки положено, я сделаю этот проект чистым под ноль и покажу, как делать этот трек с самого нуля, с самого начала. Итак, проект целиком под ноль. Как всегда, оставил заранее все сэмплы и VST плагины, которые использовал. Давайте по порядку покажу вам, что из себя представляет. Первое — это хор. Хор у нас сделан в Omnisphere. Такая у нас будет мелодия. Я чуть позже покажу, как ее сделали, но сам смысл хора, я думаю, вам понятен. Двигаемся дальше. Пианино. Абсолютно обычное пианино, ничего сложного. По-моему, это тоже Omnisphere. Нет, это Контакт. Далее у нас идет группа со снейрами, где первый снейр, такой обычный довольно-таки снейр, ничего заурядного. Второй снейр, он такой более клэповый, что ли. Дальше у нас идет хэт. Ну, я думаю, тоже ничего супер выразительного. Open head. Дальше у нас идет два звуковых сэмпла. Наверное, их можно назвать перкуссией. Я вам покажу, что я с ними делал. Это первая и вторая перкуссия. Довольно-таки тоже простая. Я назвал этот канал Blink. Я не знаю, это как будто бы блинки на шее. Дальше Crash. Довольно-таки популярный Crash. Следом у нас идет кик. Обычный кик. 808. Перегруженный сильно. И FX Dragon, так назван был этот канал. Здесь у нас идет импакт, то есть который будет на сильную долю начала такта нам придавать энергии, и тот, который будет ее переводить, скажем так, нагнетать к новому такту. Вот с этим куском целиком полностью согласен. Вторую часть, на самом деле, я бы, наверное, подобрал бы другую. Такой фаербол, готовящийся, не зря это называется SFX Dragon. Окей, так, BPM 130. Берем первую дорожку, самую первую, и записываем такую мелодию. Давайте я вам ее покажу, как она у меня выглядела. Так. Довольно-таки простая. Давайте, ладно, я ее пропишу нотами, чтобы вы могли лицезреть две ноты до дублирующиеся. Потом это вроде как у нас называется ре диез. И потом у нас идет фа диез. Да, и теперь то же самое, только последняя нота у нас будет не фа диез, а ми. Ничего сложного, и для того, чтобы сделать ее более такой глубокой, более жирной, я просто продублирую эти ноты на октаву ниже. Ноты нижней октавы я сделал чуть потише. Здорово. Поставлю луп, Ctrl-L. На эту часть перейдем к пианино. Для самых внимательных вы могли заметить, какие ноты я прописывал в хоре. Теперь точно такие же ноты, только на октаву повыше. Так. Сейчас мы поступим проще. Выделим все каналы и выключим их. Да, отлично.
Так, показать ноты. До, ре диез, ми, фа диез. Я думаю, суть вы уловили. Та же самая мелодия, только в 2 раза быстрее. По-моему, это будет так. Нет, еще быстрее. Она придает нам некого нагнетания постоянного, ну и плюс разбавляет основную мелодию. Сделаем ее чуть потише. Все максимально просто. Пока что, я думаю, по поводу сведения и эффектов мы пойдем чуть дальше. Я работаю по следующему принципу. Я сначала делаю скелет трека, потом уже его свожу. Иногда бывают крайние случаи, когда нужно какие-то частоты у ультражирного синтезатора выразить. Тогда, конечно, я сразу перехожу к делу. Так, давайте начнем с кика. Подвину его наверх. Кики, если могли заметить, точнее кик у меня находится в группе Drums. Чуть позже об этом расскажу. Я делаю это для того, чтобы можно было удобнее сводить ударные. Так, теперь я вырублю все сэмплы, кроме кика в группе Drums. Да. И что у нас здесь есть? Обычный кик, который я фейдами немножко подвинул. То есть был он в оригинале примерно вот такой. Я сделал его немножко более коротким, более плавным, что ли. И пишем его партию. Так, здорово, как вы и просили, я эти моменты немножко ускоряю, не разбираю. И далее мы с вами выделим эту зону и продублируем ее, сделав луп наш в 2 раза длиннее. И по сути у меня партия получилась примерно одинаковая. Единственное, вот здесь у меня кики более быстрые, если можно их так назвать. Отличная партия, такая довольно-таки агрессивная, панчевая, если можно и так назвать. Часто использую это слово и до сих пор не знаю, как оно произносится. Какая-то беда. Так, ок, дальше мы берем снейр. Такой снейр, ну, я бы назвал его классическим трэповым. Опять-таки по фейдам немножко обработал его. То есть порезал его конец. Если слышите, у него здесь идет такое хвост эхо. Чтобы его не было, я просто его подрезал. И ставим его очень простой партией. Дублируем ее. Так. Что-то я сделал не то. Супер. Послушаем. Так, случайно просто я добавил еще нижние полосы, продублировал. Окей, далее берем второй с вами снейр и ставим его на слабую долю. Все это вполне рандомно можно сделать. Даже, наверное, вот так вот. Нет, что-то я делаю не то. Он, видимо, был не тут. Сейчас он находится не на своем месте.
Да, отлично, пускай это будет так. Следом у нас идут хэты. С хэтами все максимально просто. В уроке по Lil Peep я рассказывал, как я обычно с ними поступаю. Я просто беру вот так вот один хэт и дублирую его. Когда сдублировал все хэты, я выделяю их и еще раз дублирую. Пока у нас не получится с вами один такой луп. Нет, что-то я сделал не то. Что же я сделал не то? Потому что я поставил их слишком быстро. Вот так вот я делаю. Перепроверю себя. Да, супер. Так, ну и все, и дублируем их. Здесь с этим все понятно. И дальше импровизируем. Просто добавляем хэты, когда вы хотите, чтобы они добавлялись так называемыми трещотками. Например, здесь я хочу поставить их. Здесь, допустим, я бы вообще триолями поставил бы. Так. Так, и была у меня одна фишка. Я сделал очень-очень-очень-очень много хэтов под конец. Примерно, наверное, это было вот так вот. Сейчас перепроверю себя. Да, и я сделал здесь следующее. Я взял сэмплы и поставил здесь -1 полутон, -2 и так далее. Вот такой вот эффект получается из всего этого. Давайте послушаем все. Здесь на самом деле даже можно сделать его немножко потише, потому что уж очень громко это все влезает в уши, и по эквалайзеру это все будет раздражать. Сделаем вот так, и первую, наверное, все-таки вернем по громкости обратно. Ну и давайте, чтобы опять-таки сильно не затягивать урок, я просто это все сдублирую сюда. И здесь, допустим, вместо этой картины мы поставим триоли. Вот такие вот. Супер. Так, что у нас дальше? Дальше у нас идет открытый хэт. Такой довольно-таки интересный инструмент, который я лично обожаю. Если можно было бы делать треки из открытых хэтов, я бы делал только из них треки. Все максимально просто, он будет нам создавать некой прокачки, что ли, нашего бита. Так, теперь давайте мы вернемся с вами к Блинку. Блинк, напомню, что это мой вообще импровизированный инструмент. И так же, как и я, вы можете пользоваться им как хотите. Например, у меня он стоял примерно, по-моему, вот так вот. Могу ошибиться. Этот у меня был на разгон. Так. Наверное, так. Давайте послушаем. Обычный сэмпл, опять работа с фейдами, чтобы он был на понижение работал, да, громкости. Оригинальный сэмпл звучит вот так. Надеюсь, что мне удастся взять этот кусок.
Так, давай сэмпл. Придется показать вам так. Не могу подцепить. Ну, то есть он очень сильно протяжный, очень долгий, поэтому его я очень резко подсократил по звуку. Здесь с сэмплом все почти то же самое, только наоборот. То есть был сэмпл вот такой. Сейчас поставлю в соло. Вот, и за счет того, что я его обрезал по фейдам, у него произошло вот такое вот слияние. Ну, то есть он как бы идет на возрастание, как некий аплифт. Так, окей, что у нас с вами далее? Далее у нас идет крэш. Так как бит у нас довольно-таки агрессивный, я поступил следующим образом. Я взял крэш, продублировал его, и на второй такт, нет, на третий такт, я сделал его просто потише. Просто сделал потише. И потом вот эту партию продублировал. Громкий крэш, тихий кэш. Кэш. Томми кэш. Громкий крэш. Вы поняли? Все максимально просто. Я ненавижу сложные биты. Это не нужно. Если вы хотите написать сложный бит, напишите какой-нибудь крутой электронный трек. Биты не должны быть сложными. Биты должны быть гармонично звучащими. И это круто. Вот если бит ваш звучит гармонично круто, но при этом там несколько всего лишь сэмплов, да пофигу вообще, неважно. Главное, чтобы он качал, главное, чтобы он был музыкальным, что ли, я не знаю, как вырастет слово. Дальше переходим к басу. Я специально передвинул кики чуть пониже, как дорожку, для того, чтобы ориентировать бас по кику. Давайте мы продублируем сначала партии наши. Я выделил область сначала, я нажимаю Ctrl-D, дальше выравниваю партию по кику. Супер. Так, и дальше я работал здесь, так как все-таки у нас сэмплы именно с позиционированием по полутонам. То есть изначально у нас идет основная нота. Здесь, допустим, мы прибавляем на 12 полутонов. Обязательно внимательно смотрите, так как отключим варпинг, сэмпл уменьшается, становится уже. И здесь, допустим, мы поднимаем на 7 полутонов. Опять-таки поправляем сэмпл по длине. Наверное, я бы их поменял бы местами с радостью. Здесь тогда у нас 7 будет, наверное. Здесь, допустим, туду. Наверное, сверху вниз возьмем 7 полутонов. Нет, наверное, ну да, хотя сейчас послушаем, на слух все подберем. Здесь вместо 2 нот баса мы возьмем 1. По крайней мере, попробуем ее взять, поставим также на 12. Здесь поставим также на 7. Опять-таки, это все для урока. Экспериментируйте с нотами, если их больше, чем 3, это круто. Пускай здесь будет у нас 3, например. А здесь у нас будет 5. Незаметно, но ладно, так звучит, на мой взгляд, гораздо интереснее, посвежее, что ли. Ну и дальше просто включаем здесь расставленные 2 ноты, да, одна идет на impact, это, по-моему, называется, повторюсь, другая на uplift, то есть одна бьет в начало квадрата, а другая подтягивает на разгон следующего квадрата. Может, кстати, было не слышно.
Над громкостью мы еще будем работать. Отлично. Теперь, когда мы написали с вами основную часть скелета, я на самом деле предлагаю вам поступить следующим образом. Сначала ее раскидать в трек, потому что, ну, я так сделаю, потому что я знаю, как это будет выглядеть. Ставлю луп, Ctrl-Shift-L, чтобы все в лупе выделить, и продублирую, ну, например, 2 раза. Далее я сначала убираю здесь пианино, потом я здесь уберу снейры, они не нужны. Хэты пускай будут отсюда у нас играть. Здесь они тоже пускай будут. Так, наши вот эти блинки нам здесь не нужны. Крэши. Пускай они будут, наверное, так. Сейчас послушаем по ходу дела. Так, киков здесь не будет. Баса здесь не будет. И импакты эти пускай здесь будут. Окей. Отлично. И теперь самое сладкое, почему скоро будет отдельный урок, я думаю, потому что вы все так давно просите, это сведение. В очередной раз сегодня будет экспресс, и более подробно об этом я поговорю в следующем видосе, ну или через один, посмотрим, как пойдет. Что у меня по обработке? На кике у меня стоит сначала utility, где у меня стоит моно, да, я сделал моно именно в кике, и левую же фазу поменял, чтобы кик был более жесткий, это все воспринимается на слух. Далее я взял эквалайзер, да, подрезал у него низкие частоты, вырезал примерно где-то середину под 1000 герц, и, соответственно, был кик такой, стал такой. Может быть, это не слышится, конечно, но небольшие изменения во всем этом есть. Окей, после того, когда появился кик, я, конечно же, занялся басом. На басу у меня также стоит utility, только это бас моно, то есть все, что ниже 189 Гц, идет в моно как сигнал, все, что выше, идет в стерео, потому что бас здесь должен был быть жирный в моей задумке. Дальше также эквалайзер, где просто вырезаны низа, порядка 20, наверное, Гц, и компрессор с сайдчейном от кика. Ничего сложного, ничего сверхъестественного. Поставлю единственный луп где-нибудь здесь. Отлично, двигаемся дальше, перейдем к ударным. Ну, по крайней мере, я так обычно, да, делаю сведения, хоть и может быть и предварительное. Снейр. Просто компрессор. Второй снейр. Ничего, потому что теперь в Ableton 10 можно делать группу в группу, и у меня в группе Drums есть группа Snares, где ревербератор стоит, и эквалайзер, который подрезает низа, и где-то прямо середину, почти нижнюю, может быть даже середину, немножко подрезаю по частотам. То есть барабаны стали более такими, ну, немножко воздушными, наверное, помимо панчевости их. Панчевости. Опять это слово, фак. Так, дальше идут хэты. Хэты у меня по панораме сдвинуты направо. Не убрал этот параметр.
И открытый хэт я сдвигаю налево, потому что мы не убираем ноты, и две ноты играют в одно и то же время, чтобы в диапазоне высоких частот не было диссонанса, вроде это так называется. Я их по панораме немножко раскидал. Сначала закрытый хэт. Эквалайзер. Открытый. Эквалайзер. И реверберация. Эквалайзер и реверберация, наверное, почти всегда на моих хэтах находятся, ну потому что это как некая, может быть, не старейшая классика. Дальше блинки, опять-таки эквалайзер, почти такой же, как и на хэтах. И здесь, кстати, можно было бы, наверное, на хэты и на блинки кинуть еще одну группу и кинуть на нее только эквалайзер и реверберацию. Но послушаем, что у нас выходит в итоге. Супер. И крэш. Только эквалайзер. Теперь, чем я занимаюсь дальше, точнее в момент написания и сведения параллельно, я регулирую громкость. Громкость я стараюсь ставить где-то на минус 6, наверное, децибел, но чтобы был запас при мастеринге. Вроде никого не забыл, и на Drums у меня стоит Make It Loud. Это глю-компрессор пресет от Ableton. Супер, теперь давайте мы перейдем к мелодии. Первый это будет у нас хор. На амнисфере у меня стоит реверберация и стоит эквалайзер, чтобы хор не конфликтовал низкими нотами с басом и с ударными. Добавил немножко еще времени реверберации, decay time, плюс, наверное, подрезал здесь также в районе 1000 Гц, 1000 Гц, да, все верно, эквалайзером для того, чтобы пианинка сюда вписалась хорошо у нас. Вот прям как знал, видите, здесь в районе 1000 Гц пианино у нас с вами выпирает. И здесь также у меня стоит на контакте реверберация и эквалайзер 8. На группе Melody у меня стоит OTT, я о нем рассказывал как-то, использую почти всегда на мелодиях. Единственное, что я поменял в этом пресете, это M-out на 35%. И теперь попробую нажать волшебную кнопку, потому что у меня это здесь остались настройки по мастерингу с прошлого трека. Надеюсь, что это покажет точно такой же результат. Давайте послушаем сначала без мастерингового моего пресета этого трека. Блин, это глупо назвать мастеринговым пресетом, потому что я под этот трек делал мастеринг, но окей, давайте попробуем.
прикольно, пресет почти даже подошел. Но на самом деле, где получить сведения и мастеринг ваших треков, я думаю, вы знаете. Ссылки на группу Beats and Lessons ВКонтакте в описании. Ссылка на телеграм-канал там же. Новый урок специально для вас. Я надеюсь, он вам ценил. Не забудьте поддержать лайком. И все же, если вы подумали, что подписываться на канал в начале видео это плохая идея, подпишись сейчас. Подпишись сейчас. Любите творчество, любите креативность, любите музыку, видео, делайте качественный контент, делайте качественные треки, присылайте их в группу в обсуждение, на зацен, в группу в Телеграме, кому куда удобно, короче, все для вас делается. И помните, что канал этот мы с вами делаем вместе. Ну а с вами был Борода Бро, всем пока.